Когда мне было 6 лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. В книге говорилось: удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу. Я много раздумывал о полной приключении жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой первый рисунок 1. Посмотрите, что я нарисовал. Вам страшно? Разве шляпа страшная? Какая же это шляпа? Это удав, который проглотил слона. Тогда я нарисую удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда все нужно объяснять. Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот так и получилось, что в 6 лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать. Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на летчика. Облетел я чуть ли не весь свет, и география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятливее других, я показывал ему свой первый рисунок. Я его сохранил и всегда носил с собою. Я хотел знать, правду ли этот человек что-то понимает, но все они отвечали мне: это шляпа. Я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком. И вот 6 лет тому назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хотя это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю. Пожалуйста, нарисуй мне барашка. А? Нарисуй мне барашка. Итак, я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за 1000 миль от человеческого жилья. А между тем, ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился. Или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды.
По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил: «Но что ты здесь делаешь?» Пожалуйста, нарисуй барашка. Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из двух старых картинок, которые я только и умею рисовать. Удава снаружи. Я очень изумился, когда малыш вскликнул: Нет, не надо слона в удаве. Удав слишком опасен, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй барашка. Нет, этот барашек уж совсем хилый. Нарисуй другого. Ты же сам видишь. Это не барашек, это большой баран. У него рога. Этот слишком старый, а мне нужен такой барашек, чтобы жил долго. Тут я потерял терпение, ведь мне надо было поскорее разобрать мотор, и нацарапал ящик. Вот тебе ящик, а в нем сидит такой барашек, какой тебе хочется. Вот, это хорошо. Как ты думаешь, много этому барашку надо травы? А что? Ведь у меня дома всего очень мало. Ему хватит, я тебе даю совсем маленького барашка. Не такой уж и маленький. Смотри-ка, смотри-ка, он уснул. Так я познакомился с маленьким принцем. Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он словно и не слышал. Лишь понемногу из случайных мимоходом оброненных слов мне все открылось. Что это за штука? Это не штука, это самолет. Мой самолет, он летает. Так, ты упал с неба? Да. Так, ты упал с неба? Вот забавно. Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты? Стало быть, ты попал сюда с другой планеты? Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне. Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая мой самолет. И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана моего барашка и погрузился в созерцание этого сокровища. Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от этого полупризнания о других планетах? Я попытался разузнать больше. Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести моего барашка? Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам. Ну конечно. И если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать. И колышек. Привязывать? Для чего это? Но ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется. Да куда же он пойдет? Мало ли куда. Все прямо, куда глаза глядят. Это не страшно, ведь у меня там очень мало места. Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь. Так я сделал еще одно важное открытие. Его родная планета вся-то величиной с дом. Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, что кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни других, и среди них такие маленькие, что их даже в телескоп трудно разглядеть. У меня есть серьезные основания полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид B612. Взрослые очень любят эти цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут, какой у него голос, в какие игры он любит играть, ловит ли он бабочек. Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько он весит, сколько зарабатывает его отец.
и после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым «я видел красивый дом из розового кирпича», в окнах у него герань, а на крыше голуби. Они никак не могут представить себе этот дом. И надо сказать «я видел дом за 100 000 франков». И тогда они восклицают «какая красота!». Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете. О том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. Так, на 3-й день я узнал о трагедии с Баобабами. Скажи, ведь правда барашки едят кусты? Да, правда. Вот хорошо, значит они и Баобабы тоже едят. Баобабы не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню. И если даже он приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного Баобаба. Их пришлось бы поставить друг на друга. Баобабы сперва пока не вырастут, бывают совсем маленькие. Это верно, но зачем твоему барашку есть маленькие Баобабы? А как же? И пришлось мне поломать голову, пока я додумался. В чем тут дело? На планете Маленького Принца, как и на любой другой планете, растут травы полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена полезных трав и вредные семена дурной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. Тогда оно пускает росток. Он расправляется и тянется к солнцу. Сперва такой милый и безобидный. Если это будущий редис или розовый куст, пусть его растет на здоровье. Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И вот на планете Маленького Принца есть ужасные, зловредные семена. Это семена Баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А если Баобаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронижит ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а Баобабов много, они разорвут ее на клочки. Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать Баобабы. Как только их уже можно отличать от розовых кустов, молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная. Ах, я на силу проснулась. Прошу извинить. Я еще совсем растрепанная. Как вы прекрасны! Да? Правда? И заметьте, я родилась вместе с солнцем. Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне. Пусть приходят тигры. Не боюсь я их когтей. На моей планете тигры не водятся. И потом, тигры не едят траву. Я не трава.
Простите меня. Нет, тигры мне не страшны. Но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы? Растение, а боится сквозняков. Очень странно. Какой трудный характер у этого цветка. Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла? Она не договорила, ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко уличить. Где же ширма? Напрасно я ее слушал. Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх, они должны были меня растрогать, а я разозлился. Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательней обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было 2 действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться. Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана – это все равно, что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на Земле, слишком малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей. Не без грусти, маленький принц вырвал также последние ростки баобабов. Он подумал, что никогда не вернется, но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил и собрался накрыть колпаком чудесный цветок, ему даже захотелось плакать. Оставь колпак, он мне больше не нужен. Но ветер... Не так уж я простужена. Ночная свежесть пойдет мне на пользу. Ведь я цветок. Но звери, насекомые... Должна же я стерпеть 2-3 гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они, должно быть, прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти. Прощайте. Я была глупая. Прости меня. И постарайся быть счастливым. Да не тяни же. Это невыносимо. Решил уйти? Так уходи. Ближе всего к планете маленького принца были астероиды 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Вот и решил для начала посетить их. Надо же найти себе занятие, да и поучиться чему-нибудь. На первом астероиде жил король. Он восседал на троне, очень простом и все же величественном. А вот и подданный. Как же он меня узнал? Ведь он видит меня в первый раз. Откуда же мне было знать, что короли смотрят на мир очень упрощенно? Для них все люди подданные. Подойди, я хочу тебя рассмотреть. Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха.
Я запрещаю тебе зевать. Я нечаянно. Я долго был в пути и совсем не спал. Ну, тогда я повелеваю тебе зевать. Многие годы я не видел, чтоб кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай. Таков мой приказ. Но я робею. Я больше не могу. Тогда я повелеваю тебе то зевать, то... Король запутался и, кажется, даже немного рассердился. Ведь для короля самое важное, чтобы ему повиновались, беспрекословно. Непокорства он бы не потерпел. Это был абсолютный монарх. Но он был очень добр, а потому отдавал только разумные приказания. Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой, если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя. Ваше Величество, могу ли я вас спросить? Повелеваю, спрашивай. Ваше Величество, чем вы правите? Всем. Всем? И всем этим вы правите? Да. И звезды вам повинуются? Ну конечно, звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания. Маленький принц был восхищен. Вот бы ему такое могущество. Он бы тогда любовался закатом солнца не 44 раза в день, а 72, а то и 100, и 200 раз. И при этом ему даже не приходилось бы передвигать стул с места на место. Тут он снова загрустил, вспоминая свою покинутую планету, и, набравшись храбрости, попросил короля. Мне хотелось бы поглядеть на заход солнца. Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнцу закатиться. Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой, и генерал не выполнит мой приказ, кто будет в этом виноват? Он или я? Вы, Ваше Величество. Совершенно верно. С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной. И если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны. А как же заход солнца? Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло. Но сперва дождусь благоприятных условий, ибо в этом и состоит мудрость правителя. А когда условия будут благоприятные? Это будет... Сегодня это будет в 7 часов 40 минут вечера. И тогда ты увидишь, как точно исполнится мое повеление. Маленький принц зевнул. Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется. И по правде говоря, ему стало скучновато. Мне пора. Останься! Останься, я назначу тебя министром. Министром чего? Юстиции. Но ведь здесь некого судить. Как знать. Я еще не осмотрел всего моего королевства. Я очень стар. Для кареты у меня нет места. А ходить пешком так утомительно. Но я уже смотрел. Там тоже никого нет. Тогда суди себя сам. Это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит ты поистине мудр. Сам себя я могу судить где угодно. Для этого мне незачем оставаться у вас. Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. Я слышу, как она скребется по ночам. Ты бы мог судить эту старую крысу, время от времени приговаривая ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу, она ведь у нас одна. Не люблю я выносить смертные приговоры. И вообще, мне пора. Нет, не пора. Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, вы могли бы отдать благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты.
Мне кажется, условия для этого самые, что ни на есть благоприятные. Назначаю тебя послом. Странный народ эти взрослые. А вот и почитатель явился. Добрый день. Какая у вас забавная шляпка. Это чтобы раскланиваться. Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает. Вот как? Похлопай-ка в ладоши. А здесь веселее, чем у старого короля. А что надо сделать, чтобы шляпа упала? Ты в самом деле мой восторженный почитатель? А как это почитать? Почитать значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умнее. Да ведь на твоей планете больше нет никого. Ну доставь мне удовольствие. Все равно восхищайся. Я восхищаюсь. Но что тебе от этого за радость? Право же, взрослые очень странные люди. На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Когда он явился на планету, пьяница молча сидел и смотрел на выстроившиеся перед ним полчища бутылок, пустых и полных. Что это ты делаешь? Пью, Зачем? чтобы забыть. О чем забыть? Хочу забыть, что мне совестно. От чего же тебе совестно? Совестно пить. Да, право же, взрослые очень странный народ. Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении маленького принца даже головы не поднял. Добрый день. Ваша папироса погасла. 3 до 2 – 5. 5 до 7 – 12. 12 до 3 – 15. Добрый день. 15 до 7 – 22. 22 до 6 – 28. Некогда спичкой черкнуть. 26 до 5 – 31. Ох. Итого, стало быть, 501 миллион 622 тысячи 731. 500 миллионов чего? А, ты еще здесь. 500 миллионов. Уж не знаю чего. У меня столько работы, я человек серьезный, мне не до болтовни. 20 до 5 – 7. 500 миллионов чего? Уж 54 года я живу на этой планете. И за все время мне мешали только 3 раза. Первый раз, 22 года тому назад, ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум. И я тогда сделал 4 ошибки в сложении. Во второй раз, 11 лет тому назад, у меня был приступ ревматизма. От сидячего образа жизни мне разгуливать некогда. Я человек серьезный. Третий раз. Вот он. Итак, стало быть, 500 миллионов. Миллионов чего? 500 миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе. Это что же, мухи? Да нет же, такие маленькие, блестящие. Пчелы?
Да нет же, такие маленькие, золотые, всякий лентяй как посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьезный, мне мечтать некогда. Звезды! Вот-вот, звезды. 500 миллионов звезд? Что же ты с ними делаешь? 501 миллион 622 тысячи 731. Я человек серьезный, я люблю точность. Так что же ты делаешь со всеми этими звездами? Что делаю? Да. Ничего не делаю, я ими владею. Владеешь звездами? Да. Ну, я уже видел короля, который... Короли и чем не владеют. Они только правят. Это совсем другое дело. А для чего тебе владеть звездами? Чтобы быть богатым, А для чего быть богатым? чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет. Он рассуждает почти как пьяница. А как можно владеть звездами? Звезды чьи? Не знаю. Ничьи. Значит мои, потому что я первый до этого додумался. И этого довольно? Ну конечно. Вот если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, значит он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первому придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент. Она твоя. Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть. Вот это верно. И что же ты с ними делаешь? Распоряжаюсь ими, считаю их и пересчитываю. Это очень трудно, но я человек серьезный. Если у меня есть шелковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой. Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и увезти с собой. А ты ведь не можешь забрать звезды? Нет, но я могу положить их в банк. Как это? А так, пишу на бумажке, сколько у меня звезд. Потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ. И все? Этого довольно. Забавно. И даже поэтично. Но не так уж это серьезно. Что серьезно, а что не серьезно. У меня есть цветок. И я каждое утро его поливаю. У меня есть 3 вулкана. Я каждую неделю их прочищаю. Все 3 прочищаю, и потухший тоже. Мало ли, что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакой пользы. Нет, взрослые и правда поразительный народ. Пятая планета была очень занятной. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. Но он подумал, может быть, этот человек и нелеп, но он не так нелеп, как король, честолюбец, делец или пьяница. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь, как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. И поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику. Добрый день. Почему ты сейчас погасил фонарь? Такой уговор. Добрый день. А что это за уговор? Гасить фонарь. Добрый день. Зачем же ты опять его зажег? Такой уговор. Не понимаю. И понимать нечего. Уговор есть уговор. Добрый день. Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонари по утрам, а вечером опять зажигал.
У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться. А потом уговор переменился? Уговор не менялся, в том-то и беда. Моя планета год от года вращается все быстрее, а договор остался прежним. И как же теперь? Да вот так. Планета делает полный оборот за 1 минуту, а у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю. Вот забавно. Значит, у тебя день длится всего 1 минуту? Ничего тут нет забавного. Мы с тобой разговариваем уже целый месяц. Целый месяц? Ну да, 30 минут, 30 дней, добрый вечер. Послушай, я знаю средства. Ты можешь отдыхать, когда только захочешь. Мне все время хочется отдыхать. Ведь можно быть верным слову и все-таки ленивым. Твоя планетка такая крохотная. Ты можешь обойти ее в 3 шага. И просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда захочется отдохнуть, ты просто все иди. И день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь. Ну, от этого мне мало толку. Больше всего на свете я люблю поспать. Тогда плохо твое дело. Плохо мое дело. Добрый день. Вот человек, которого все бы стали презирать. И король, и честолюбец, и пьяница, и делец. А между тем, из них всех он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому что он думает не только о себе? Смотрите-ка, вот прибыл путешественник. Откуда ты? Что это за огромная книга? Что вы здесь делаете? Я географ. А что такое географ? Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни. Как интересно! Вот это настоящее дело! Ваша планета очень красивая. А океаны у вас есть? Этого я не знаю. А горы есть? Не знаю. А города, реки, пустыни? И этого я тоже не знаю. Но ведь вы географ. Вот именно. Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ слишком важное лицо. Ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета, но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник. А зачем? Да ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии все перепутается. И если он выпивает лишнее, тоже беда. А почему? Потому что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле 1 гора, географ отметит 2. Я знал одного человека. Из него вышел бы плохой путешественник. Очень возможно. Так вот, если окажется, что путешественник – человек порядочный, тогда проверяют его открытие. Как проверяют? Идут и смотрят? Ну нет, это слишком сложно. Просто требуют, чтобы путешественник представил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни. Но ты ведь и сам путешественник. Ты явился издалека. Расскажи мне о своей планете.
Рассказы путешественников сначала записывают карандашом, и только после того, как путешественник представит доказательства, можно записать его рассказ чернилами. Слушаю тебя. Ну, у меня там не так уж интересно. У меня все очень маленькое. Есть 3 вулкана. 2 действуют, а 1 давно потух. Ну, мало ли что может случиться. Да, все может случиться. Потом у меня есть цветок. Цветы мы не отмечаем, Почему? Это ведь самое красивое. потому что цветы эфемерны. Как это эфемерный? Книги по географии – самые драгоценные книги на свете. Они никогда не устаревают, ведь это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных. Но потухший вулкан может проснуться. Потух вулкан или действует. Это для нас, географов, не имеет значения. Важно одно – гора. Она не меняется. А что такое эфемерный? Это значит тот, что должен скоро исчезнуть. И мой цветок должен скоро исчезнуть. Разумеется. Моя краса и радость недолговечна, и ей нечем защищаться от мира. У нее только и есть, что 4 шипа. А я бросил ее, и она осталась на моей планете совсем одна. Куда вы посоветуете мне отправиться? Посети планету Земля. У нее неплохая репутация. Итак, 7-я планета, которую он посетил, была Земля. Земля – планета непростая. На ней насчитывается 111 королей, в том числе, конечно, и негритянских. 7000 географов, 900 тысяч дельцов, 7,5 миллионов пьяниц, 311 миллионов честолюбцев, итого около 2 миллиардов взрослых. Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, скажу лишь, что пока не изобрели электричество, на всех 6 континентах приходилось держать целую армию фонарщиков. 462 511 человек. Итак, попав на Землю, маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-то другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча. Добрый вечер. Добрый вечер. На какую это планету я попал? На Землю, в Африку. Вот как? А разве на Земле нет людей? Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая. Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог снова отыскать свою. Смотри, вон моя планета, как раз прямо над нами. Но как до нее далеко? Красивая планета. А что ты будешь делать здесь, на Земле? Я поссорился со своим цветком. А, вот оно что. А где же люди? В пустыне все-таки одиноко? Среди людей тоже одиноко. Странное ты существо, не толще пальца. Но могущество у меня больше, чем пальцы короля. Но разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты путешествовать не можешь. Я могу нести тебя дальше, чем любой корабль. Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле
из которой он вышел, но ты чист и явился со звезды. Мне жаль тебя, ты так слаб на этой земле, жесткой, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я смогу. Я прекрасно понял. Но почему ты все время говоришь загадками? Я решаю все загадки. Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок. Крохотный, невзрачный цветок о 3 лепестках. Здравствуйте. Здравствуй. А где люди? Люди? Ах, да. Их всего-то было, кажется, 6 или 7. Я видела их много лет назад, как мимо шел караван. Но где их искать? Неизвестно. Их носит ветром, у них нет корней. Это не очень неудобно. Прощай. Прощай. Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видел таких гор, кроме своих 3 вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом. И теперь он подумал: с такой высоты горы я сразу увижу всю эту планету и всех людей. Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы. Добрый день. Добрый день, день. Кто вы? Кто вы? Будем друзьями, я совсем один. Один. «Какая странная планета», — подумал маленький принц. «Совсем сухая, все в иглах и соленая, и у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь. Дома у меня был цветок, моя краса и радость, и он всегда заговаривал первым. Долго шел маленький принц через пески, скалы и снега и, наконец, набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям. Добрый день. Добрый день. Кто вы? Мы розы. Вот как.
и почувствовал себя очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним 5000 точно таких же цветов в одном только саду. Как бы она рассердилась, если бы увидела их. Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня тоже. Я-то воображала, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет. А это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было, что простая роза да 3 вулкана ростом мне по колено. И то один из них потух, и может быть навсегда. Какой же я после этого принц? Здравствуй. Здравствуй. Я здесь, под яблоней. Кто ты? Какой ты красивый. Я лис. Поиграй со мной. Мне так грустно. Не могу я с тобой играть. Я не приручен. Ах, извини. А что это приручить? Ты не здешний. Что ты здесь ищешь? Людей ищу. А как это приручить? У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно. Ну, еще они разводят кур. Вот только этим они и хороши. Ты ищешь кур? Нет, я ищу друзей. А как это приручить? Это давно забытое понятие. Оно означает создать узы. Узы? Вот именно. Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик. Точно такой же, как 100 000 других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно такая же, как 100 000 других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете. Я начинаю понимать. Была одна роза. Наверное, она меня приручила. Очень возможно. На земле чего только не бывает. Это было не на Земле. На другой планете? Да. А на той планете есть охотники? Нет. Как интересно. А куры есть? Нет. Эх, нет в мире совершенства. Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы, и живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди 1000 других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня точно музыка. И я выйду из своего убежища. И потом. Смотри. Видишь, вон там в полях зреет пшеница. Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно. Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. Я полюблю шелест колосьев на ветру. Пожалуйста, приручи меня. Я бы рад,
Но у меня так мало времени, мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи. Узнать можно только те вещи, которые приручишь. У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И поэтому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. А что для этого надо делать? Надо запастись терпением. Сперва сядь вон там, поодаль, на траву. Вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе. Лучше приходи всегда в один и тот же час. Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды. А что такое обряды? Это тоже нечто давно забытое. Нечто такое, от чего один какой-то день становится не похож на все другие дни. 1 час на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день, четверг. Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали, когда придется, все дни были бы одинаковы, и я никогда не знал бы отдыха. Я буду плакать о тебе. Ты сам виноват. Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил. Да, конечно. Но ты будешь плакать? Да, конечно. Значит, тебе от этого плохо? Нет, мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья. Пойди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок. Вы ничуть не похожи на мою розу. Вы еще ничто, никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой лис. Он ничем не отличался от 100 000 других лисиц, но я с ним подружился, и теперь он единственный в целом свете. Вы красивые, но пустые. Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас, я поливал каждый день. И ее, а не вас, накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только 2 или 3 оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась, и как хвасталась, и как хвастала. Я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она моя.
прощай. Прощай. Вот мой секрет. Он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Самого главного глазами не увидишь. Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю душу. Потому что я отдавал ей всю душу. Люди забыли эту истину. Но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу. Я в ответе за мою розу. Добрый день. Что ты здесь делаешь? Добрый день. Сортирую пассажиров, отправляю их в поездах по 1000 человек за раз. Один поезд направо, другой налево. Как они спешат? Чего они ищут? Даже сам машинист этого не знает. Они уже возвращаются? Нет, это другие, это встречный. Им было нехорошо там, где они были прежде? Там хорошо, где нас нет. Они хотят догнать тех первых? Ничего они не хотят. Они спят в вагонах или просто сидят и зевают. Одни только дети прижимаются носами к окнам. Одни только дети знают, чего ищут. Они отдают свою душу тряпочной кукле, и она становится им очень-очень дорога. И если ее у них отнимут, дети плачут. Добрый день. Добрый день. Для чего ты их продаешь? От них большая экономия времени. По подсчетам специалистов можно сэкономить 53 минуты в неделю. А что делать в эти 53 минуты? Да что захочешь. Будь у меня 53 минуты свободных, я бы просто-напросто пошел к роднику. Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию, и слушая про торговца пилюлями, я выпил последний глоток воды. Да, все, что ты рассказываешь, очень интересно. Я еще не починил свой самолет, у меня не осталось ни капли воды, и я бы тоже был счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику. Лис, с которым я подружился... Милый мой, мне сейчас не до лиса. Почему? Да потому, что придется умереть от жажды. Хорошо, когда есть друг. Пусть даже надо умереть. Вот я очень рад, что подружился с лисом. Он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему довольно солнечного луча. Я не сказал этого вслух, только подумал. Мне очень хочется пить. Пойдем поищем колодец. Я устало развел руками. Что толку наугад искать колодцы в бескрайней пустыне? Но все-таки мы пустились в путь. Долгие часы мы шли молча. Наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я видел их будто во сне. Мне все вспоминались слова маленького принца, и я спросил: «Значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда?» Вода бывает нужна и сердцу. Звезды
звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно. Да, конечно, глядя на волнистый песок, освещенный луной. И пустыня красивая. Это правда. Мне всегда нравилось в пустыне. Сидишь на песчаной дюне, ничего не видно, ничего не слышно, и все же в тишине что-то светится. Знаешь, от чего хороша пустыня? Где-то в ней скрываются родники. Я был поражен. Вдруг я понял, что означает таинственный свет, исходящий от песков. Когда-то маленьким мальчиком я жил в старом-престаром доме. Рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его и не искал. Но из-за него дом был словно заколдован. В сердце своем он скрывал тайну. Да, будь то дом, звезды или пустыня, самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами. Я очень рад, что ты согласен с моим другом Лисом. Потом он уснул, я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось, я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, что ничего более хрупкого нет на нашей земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе: все это лишь оболочка. Самое главное то, чего не увидишь глазами. Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и я сказал себе еще: трогательнее всего в этом спящем маленьком принце его верность цветку. Образ розы, которая сияет в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит. И я понял, что он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь. Порыв ветра может погасить их. Так я шел, и на рассвете дошел до колодца. Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут. Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую. И все напрасно. Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец просто яма в песке, а это был самый настоящий деревенский колодец. Но поблизости не было никакой деревни, и я подумал, что это сон. Как странно. Тут все приготовлено. И ворот, и ведро, и веревка. Слышишь? Мы разбудили колодец, и он запел. Я сам зачерпну воды. Тебе это не под силу. Мне хочется глотнуть этой воды. Дай мне напиться. И я понял, что он искал. Я поднес ведро к его губам, он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода эта была непростая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипов ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки. Сиянием свеч на елке, пением органов в час полночной мессы, ласковыми улыбками. На твоей планете люди выращивают в одном саду 5000 роз и не находят того, что ищут. Не находят. А ведь то, чего они ищут, может найти в одной единственной розе, в глотке воды. Да, конечно. Но глаза слепы, искать надо сердцем. Ты должен сдержать слово. Какое слово? Помнишь, ты обещал намордник для моего барашка? Я ведь в ответе за тот цветок. Баобабы у меня похожи на капусту. А у лисицы твои уши точно рога и такие длинные. Ты несправедлив, дружок. Я ведь никогда и не умел рисовать. Разве что только удалов снаружи и изнутри. Ну ничего, дети и так поймут. Ты что-то задумал и не говоришь мне. Знаешь, завтра исполнится год, как я попал к вам на землю. Я упал совсем близко отсюда. Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познакомились, ты не случайно бродил тут совсем один, за 1000 миль от человеческого жилья. Ты возвращался к тому месту, где тогда упал? Может быть, это потому, что исполняется год? Мне страшно. Пора тебе приниматься за работу. Иди к своей машине. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся завтра вечером.
Однако мне не стало спокойней, я вспомнил Алисе. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать. Неподалеку от колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда и еще издали увидел, что маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги, и услышал его голос. Разве ты не помнишь? Это было совсем не здесь. Ну да, это было ровно год назад, день в день, но только в другом месте. Ну конечно, ты найдешь мои следы на песке, и тогда жди. Сегодня ночью я туда приду. У тебя хороший яд? Ты не заставишь меня долго мучиться? Теперь уходи, я хочу спрыгнуть вниз. Тогда я опустил глаза, да так и подскочил. У подножья стены, подняв голову к маленькому принцу, свернулась желтая змейка. Из тех, чей укус убивает в полминуты. Нащупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней. Но при звуке шагов змейка тихо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и с еле слышным металлическим звоном неторопливо скрылась меж камней. «Что это тебе вздумалось, малыш? Чего это ради ты заводишь разговоры со змеями?» Я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой. Откуда ты знаешь? Я тоже сегодня вернусь домой. Это гораздо дальше, гораздо труднее. У меня останется твой барашек, и ящик для барашка, и намордник. Ты напугался, малыш? Сегодня вечером мне будет куда страшнее. Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься. Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад. Самое главное – то, чего не увидишь глазами. Да, конечно. Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают. Да, конечно. Это как с водой, когда ты дал мне напиться. Та вода была как музыка, а все из-за ворота и веревки. Помнишь, она была очень хорошая. Да, конечно. Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая, я не могу ее тебе показать. Так лучше. Она будет для тебя просто одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды. Все они станут тебе друзьями. И потом я тебе кое-что подарю. Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься. Вот это и есть мой подарок. Это будет как с водой. Как так? У каждого человека свои звезды. Одним, тем, кто странствует, они указывают путь. Для других они просто маленькие огоньки. Для ученых они как задача, которую надо решить. Для моего дельца они золото. Но для всех этих людей звезды немые. А у тебя будут совсем особенные звезды. Как так? Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь. И ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться. И когда ты утешишься, в конце концов всегда утешаешься, ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мной. Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно. И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь: да-да, я всегда смеюсь, глядя на звезды. И они подумают, что ты сошел с ума. Вот такую злую шутку я с тобой сыграю. Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов. Сегодня ночью лучше не приходи. Я тебя не оставлю. Тебе покажется, что мне больно. Покажется даже, что я умираю. Так уж оно бывает.
Не приходи, не надо. Я тебя не оставлю. Видишь ли, это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит. Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалить для них удовольствие. Я тебя не оставлю. Правда, на двоих у нее не хватит яда. В эту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я наконец нагнал его, он шел быстрым решительным шагом. Это ты? Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда. Видишь ли, это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое. Мне его не унести. Но это все равно, что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального. Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды, и все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом, и каждая даст мне напиться. Подумай, как забавно. У тебя будет 500 миллионов бубенцов, а у меня 500 миллионов родников. Вот мы и пришли. Дай мне сделать еще шаг одному. Знаешь, моя Роза, я за нее в ответе. Она такая слабая и такая простодушная. У нее только и есть что 4 жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира.